Здравствуйте, уважаемые каёшки-матрешки! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад представить вам 7-й выпуск видеожурнала Hairset. В этом выпуске мы покажем вам креативное окрашивание при помощи шапочки для мелирования, стрижку средней длины, а также видеоринг с участием кератиновых выпрямителей различных брендов с предварительным окрашиванием волос. В данном сюжете я покажу вам стрижку, выполненную на средней длине волос. Стрижка будет выполнена по системе Axiom. Подробное описание технологий вы найдете в моей книге «Искусство стрижки». Приобрести книгу вы можете на сайте hcshop.ru. Для окрашивания используем одноразовую шапочку. Для этого, одев ее на голову, хорошо прогреваем горячим воздухом фена, чтобы она более плотно облегала голову. Для фиксации шапочки приклеиваем ее прозрачным скотчем по линии окантовки. Крючком протыкаем полиэтилен и вытаскиваем прядь, не вытягивая концы, то есть создаем петли на поверхности шапочки. Рисунок распределения прядей вы должны выбирать из собственного видения распределения цветовых пятен. Краситель наносим губочкой. Это позволит мягко его нанести, предохранив от проникновения красителя под шапочку. Время воздействия красителя 35 минут. По окончании времени смываем краситель с волос водой и применяем стабилизирующие шампунь и кондиционер.
Хочу поделиться радостной новостью. Мы выпустили 2 новых книги по системе Axiom. Искусство завивки и выпрямления волос и искусство ухода за волосами. Теперь вы можете приобрести все 5 книг по системе Axiom. Искусство цвета, искусство стрижки, дизайн волос, искусство ухода за волосами, искусство завивки и выпрямления волос. Купить книги вы можете на сайте htshop.ru. Стрижка выполняется по схеме лекала номер 5. Во всех зонах проборы плавающие, оттяжка с минимальной проекцией пряди. Метод среза – внутренняя градуировка.
В случае необходимости в сухом виде дорабатываем линию окантовки, а также выполняем шлифовку филировочными ножницами, придавая легкость линии окантовки. Для того, чтобы протестировать кератиновые выпрямители со всех сторон их действия, мы решили не только проработать волосы ими, но и предварительно окрасить волосы перманентным красителем, чтобы увидеть, как они действуют на ранее окрашенные волосы. Для видеоринга мы выбрали модель со осветленными волосами, которая желает затемнить их и при этом выпрямить. Первоначально выполняем процедуру предокраски, которая создаст предварительный фон и не позволит цвету сильно вымыться после процедуры кератинового выпрямления. Нанесение выполняем по технике распределения луковицы. Для того, чтобы себя обезопасить от попадания красителя на прикорневую часть, прокладывайте между прядей ватные жгуты. Поскольку натуральный цвет волос сильно отрос, наносить перманентный краситель будем по правилу первоначального нанесения. Отступив от корней 1 см, наносим краситель выбранного нами оттенка на все волосы.
Спустя 15 минут наносим краситель на корни волос. По окончании времени смываем краситель с волос, используя технический шампунь и кондиционер. После чего мы наносим на волосы глубоко очищающий технический шампунь для предварительной обработки волос перед кератиновым выпрямлением. Как видно из фотографии, мы разделили голову на 3 части. В каждой из частей мы будем использовать разный вид кератина. Для теста мы выбрали Uvexin Global Keratin, Marcy Keratin Treatment и Nanofix System. К сожалению, мы не смогли договориться с компанией Sexy Hair о предоставлении их продукта Keratin Complex бренда Capolla. Судя по всему, не так все красиво с их продуктом, если они испугались участвовать в тесте. В тест мы не взяли продукт Brazilian Blowout бренда Akai Professional, поскольку характеристики продукта имеют слишком высокое содержание формальдегида при выхлопе. С учетом исследований санитарно-эпидемиологических компаний Ирландии, Канады и Австралии, при выхлопе Brazilian Blowout выделяется 9,5% формальдегида. Да и ранее проведенные нами тесты с данным продуктом не показали хороших результатов. По большому счету, альдегидные выпрямители не могут сильно повредить клиенту, особенно если их правильно применять. Помните, все плохие результаты в применении связаны с неправильным применением продукта или его плохим качеством. Если вам кто-то говорит, что волос можно испортить формальдегидом, то это неправда. Альдегиды – это газ, который пагубно действует на дыхательные пути и слизистую мастера. При концентрации более 40% в выхлопе данный газ убивает человека. При концентрации выше 0,2% вызывает оседание в организме. И в данных случаях принято применять средства защиты в виде масок на лицо, а также пить после процедуры молоко. Чтобы не повредить своему здоровью, работая без масок, нельзя делать процедуру чаще, чем 1 раз в 10 дней. Помните, кератиновое выпрямление очень хорошо воздействует на состояние волос, но в то же время очень пагубно действует на состояние организма мастера. Если вам производитель говорит, что в его составе нет альдегидов,
Проверьте внимательно каждый компонент, поскольку сейчас все продукты ставят производные альдегидов или вещества, которые выделяют альдегид во время реакции. Также рекомендуем сушить волосы перед утюгом не горячим воздухом, а холодным. При сушке горячим феном у вас будет происходить преждевременное свертывание кератина. А из-за неравномерного прогрева феном кератин будет сворачиваться слоями и кусками, что и приводит чаще всего к повреждению волоса, а также к плохой стойкости результата. По запаху во время процедуры лидирует продукт Nanofix. Из всех тестируемых нами продуктов он имеет наименьшее раздражающее действие. Кератин имеет свойство накапливаться в волосе, и с каждой процедурой эффект выпрямления будет становиться более долговечным, чем предыдущий. При этом, если волос сильно перегружать кератином, то вы можете дойти до ситуации, когда волосы, не выдержав излишнего веса стороннего кератина, просто сломаются в месте, где наименьшее количество собственного кератина. После выполнения процедуры мы видим следующий результат. Качество волос одинаковое, уровень выпрямления тоже у всех трех продуктов идентичен. При этом Nanofix подчистил цвет красителя у корней и не затронул его по длине на ранее поврежденных участках. Global Keratin и Marsi почистили цвет равномерно по всей длине. При этом Global Keratin чуть сильнее это сделал, чем Marsi. Исходя из этого, можно сказать, что применять одновременно окрашивание и выпрямление стоит только в крайних случаях, либо же заранее окрашивать волосы в более темные оттенки, чем желаемый. На тесте через неделю мы видим, что выпрямление в принципе держится везде, только у лица появились слегка пушистые волосы, особенно на стороне Nanofix. Через месяц результат значительно ухудшился, поскольку продукт серьезно подмылся из волос. Хуже всего волосы выглядят на стороне, выпрямленной Nanofix. На втором месте по качеству левая сторона с продуктом Marsi. И лучше всех пока себя показывает продукт Global Keratin. Спустя несколько месяцев мы видим уже точный результат, по которому можно делать выводы о качестве выпрямления. Выиграл наш тест продукт Uvexin бренда Global Keratin. На втором месте, в 2 раза хуже показав результат, идет продукт Marsi Keratin Treatment. И на третьем месте с полным провалом можем поздравить продукт Nanofix, результат которого не требует объяснения, вы сами видите все на фотографиях. Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы ВКонтакте и Facebook. И не забывайте ставить лайки, они нам очень нужны. Оставляйте свои комменты и участвуйте в обсуждении видеороликов на сайте Hair Club. Для более глубокого изучения материалов, представленных в HairSet, рекомендую продукцию, представленную в магазине HC Shop. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем месяце.